Всем привет! Меня зовут Ханна Ромашка, и сегодня мы с вами разберем вот эту китайскую малышку. Машинка названия у нас не имеет, хотя нет, имеет. Я бы сказала, сколько мастеров, столько и названий. Кто только не клеил свое имя и фамилию на эту малышку. Машинка является на рынке на данный момент достаточно популярным оборудованием. И сейчас я расскажу вам о ней более подробно. Что заявляют нам продавцы этой машинки? Так как их достаточно много на AliExpress и показатели их разнятся. Итак, вес этой машинки начинается от 60 до 80 грамм, в зависимости, какой продавец у нас на AliExpress. Что касается хода иглы, также от 2,8 до 3,5. Ценовая категория от 20 до 70 долларов. Все зависит от того, на какого продавца вы наткнетесь. Либо эта машинка выглядит одинаково, но внутрянка ее разная, либо это просто разная характеристика у продавцов. Не знаю, как там, конечно, китайцы решают, что им написать. Этот вопрос у нас, к сожалению, остается открытым. Машинка у нас имеет систему картридж, выглядит в виде ручки, что дает удобство моей руке, достаточно комфортно ею работать. Нижняя часть, держак, у нас откручивается, ее можно стерилизовать и прикрутить обратно. Сказать, эта машинка короткоходная или длинноходная, я вам не могу, если мы говорим с вами конкретно о ходе иглы. Но если говорить про мои ощущения при работе данным оборудованием, то я бы, например, дала ей не больше, чем 2,5. Для меня эта машинка является короткоходом. Но опять же, все зависит от того, какая информация заявлена на магазине у продавца. Как найти эту машинку, если название в оригинале она не имеет? Я просто вписываю машинка для перманентного макияжа и просто по фоточке я прикреплю фотографию, вы можете себе выбрать оборудование, так же как и цену и все остальное. Какая цена и какой продавец вас будет устраивать, там можете смело заказывать себе машинку. Сейчас еще покажу вам на латексе и расскажу более подробно о своих ощущениях, о том, как она красит, ну и всякие другие подробности. Начинаем наш тест на латексе. Машинка сейчас проверю, со скольки у нас заводится, а так как Китаю я не особо доверяю. У меня блок начинается с 3. Блок у меня, если что, Thunderlord стоит. Прям Лорд Милорд. Ладно, отвлеклась. Итак, начинаю тест своей машинки. Блок у меня Thunderlord Power. У меня он включается с 3, и машинка, соответственно, у меня тоже начинает включаться только с 3. Я выставляю скорость 3,6 на данный момент и начинаю ее тестировать. Могу вам сказать сразу о своих ощущениях. Машинка легкая, удобная, комфортная, довольно приятно лежит в руке, но единственный момент — сильная вибрация. Так как некоторым она может быть таким весомым минусом, потому что это может давать определенный дискомфорт при работе, плюс сильная вибрация, к сожалению, не будет давать нам четкость линии, может, конечно, немножечко машинка отпружинивать от поверхности. Итак, я начинаю тест. Машинка достаточно жесткая, сцепку я чувствую хорошо, вот я прям каждое свое прикосновение ощущаю, что я работаю. Сцепка ощущается очень хорошо с моим ковриком. Чувствую каждое прикосновение. Пиксель достаточно мелкий. Работать мне комфортно. Вообще машинка достаточно комфортно сидит в руке. Единственный момент, повторюсь, опять же, вибрация. Не всем она подходит. Я лично на это вообще внимания никак не обращаю. Мне комфортно с этим работать, но тут вы уже будете смотреть сами. Давайте попробуем еще сделать линию. Посмотрим. Не назвала бы я эти линии достаточно четкими.
Не знаю, какой-то контур линии мне некомфортно делать лично этой машинкой. Если мы говорим о каком-то тоненьком контуре или о каком-то тоненьком волосочке. Но сама работа, так как машинка жесткая, мне работать комфортно. Что касаемо хода иглы, я уже говорила, что у каждого продавца разная информация, но я ощущаю не больше, чем 2,5. Я бы не назвала эту машинку слишком мощной. Я бы, знаете, что иногда мне кажется, что она такая немножко туповатенькая. Вот знаете, вот так она хорошо кожицу подцепливает. Хочется сейчас провести. Вот я чувствую прям, да. Почему я провожу пальцем? Не нужно писать мне комментарии, почему они в перчатках. Я провожу специально, чтобы я кожей почувствовала, как выглядит латекс. Вот я провожу, и я прям чувствую, что травма есть. То есть если вы будете работать на коже, кожа будет травмироваться, грубо говоря. Потому что машинка прям хорошенечко ее поддевает. Остаток вот, я в принципе своим пальцем все уже вытерла, и можно посмотреть на коврике, что остаток прям хороший. Слушайте, за 30 баксов, что тут вообще думать можно? Машинка работает, исполняет свою функцию. Единственное, но вы никогда не будете, мое мнение, в ней уверены. То есть, понимаете, пока она работает, все классно, но в любой момент это Китай, не будем себя обманывать, она может у вас сломаться. Плюсы и минусы этой машинки. Плюсы: дешевая, удобная, хорошо красит, прекрасно справляется со своей функцией. Минусы: сомнительного качества. Ну, в принципе, это все. Я бы, если честно, сказала. Единственный минус — сомнительное качество, то, что она в любой момент может у вас просто крякнуть. Вот и все. Вибрация, я бы не сказала, что это минус просто. Для меня это окей. Итак, я вам рассказала немножечко про машинку на латексе. Также хотела бы добавить о этой машинке в работе уже непосредственно с кожей, так как я работала на ней достаточно много раз и хотела бы поделиться с вами своими ощущениями. Машинка не мощная, машинка слабенькая, но она хорошо подцепливает кожу и прокрашивает. То есть машинка достаточно хорошая за свои деньги. Опять же повторю, она может сломаться в любой момент, так как это Китай, и с этим нужно считаться. Если я куда-то еду, я беру с собой всегда более качественное оборудование, если вдруг с этой малышкой что-то случится. Но за 30-50-70 долларов она прекрасно справляется со своей функцией. Также, если вы работаете, например, с губами, просто супер подцепливает кожу, остатки шикарные, и вы получите вот этот знаменитый эффект бархата благодаря этой машинке. Вот эти губы сделаны как раз таки вот этой моей малышкой. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Ставьте лайки, сердечки. Ну а я пошла. До новых встреч!